Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня у нас будет такое видео, скажем так, обо всем. Посмотрим мы на нересты самово-анциструсов. Пересадим в больший объем тернецию, которая уже у нас достаточного размера для большего объема. Ну а кто досмотрит видео до конца, тот увидит результаты нерестов самов. И результат того, как чувствует себя тернеция, которую мы пересадим, синяя и зеленая. Всем желаю приятного просмотра. Друзья, вот смотрите, наш папаша, как обычно, отнерестился с двумя самочками одновременно. И у него там потомство. И ему уже 11 дней. Рыбки нам не дают ничего снимать. И необходимо его срочно... В смысле потомства доставать, так как мальки уже достаточно взрослые и хотят самостоятельной жизни. И батя Витя с ними уже не справляется. Они уже начинают вылазить сюда все ближе и ближе к выходу из гнезда. И мы их, конечно, сейчас поймаем. И посмотрим на них. А некоторые из них, вон самые шустрые, уже повылазили. Видите? Вон один сидит. Вон еще один сидит. Ну и что, вот достали мы гнездо. Сейчас попробуем папашу вытряхнуть. Раз. Резко переставляем это все. Опа. Так, а что у нас там? О, как ни странно, все с гнезда сразу выпали. Красота. Сейчас поближе на них посмотрим. Вот такие красавцы у нас получились. Вот, батяня. Все. Ну, нормально. Сейчас еще вам один прикол покажу. Вот у нас еще один есть аквариум. И тоже у нас папашка, смотрите, что. Отнерестился с самочкой. Кстати, сейчас самочку вам покажу. А, самочка вон сидит. За распылителем спряталась. И вот, смотрите. В уголочке, в укромном месте нашли себе такое местечко. Я смотрю, вчера он там почистил так полностью весь угол, такой нормальный был, такой, ну, чистый вообще угол. И вот, пожалуйста, с самочкой они, наверное, ночью сегодня отложили икры. Достаточно так много, такая куча. Ну, самочка была такая толстая, толстая, толстая. И вот, наконец, у них все произошло, что они хотят. Ну, конечно, мы здесь ее не оставим, эту икру. Сейчас я ее заберу с очком. И потом положим ее на течение в сачке. И там она себе будет инкубироваться. Иногда бывает, подписчики задают вопрос, а как вы забираете, если икра там, например, прилипла, ну, отложили икру на стекле, как вы ее забираете? Смотрите, вот у меня есть такой обычный сачок, вот я сейчас его покажу вам. Он с длинной ручкой просто, им удобно собирать. Вот берем, подхожу я сюда, подношу его к этой икре. Самец сейчас убежит. Вот он так немножко уходит, типа переживает. И вот так вот потихонечку подставляем сачок. Она такая там прижатая икринка. Опа. Оп. И она почти вся, видите, оторвалась. И вот так мы ее забираем. Можно эти сразу икринки забрать, там пару штук. Ну, это такое дело. Основная вся икра вот у нас находится в сачке. Вот, смотрите, какая она. Сколько ее много здесь. Вот какая она красивая. И сейчас ставим ее на течение. В сампе я поставлю ее. И она там себе будет развиваться. Итак, ну вот, пожалуйста. Икру я поставил в сачок. Она здесь на течении, нормально себя чувствует. Вот. Погружена полностью в воду. И там через несколько дней вылупится уже личинка будет. Через 3 дня где-то. И потом в течение недели она еще будет развиваться. И потом уже будет полноценный малек, который мы отсадим в другую емкость и будем кормить. Вот такие это дела. Ну все, погнали дальше.
А что у нас еще по плану? Значит, смотрите, тут у меня данио уже такие подростки хорошие, да? Я уже даже начал их пересаживать. Вот, выловил. А здесь у меня, вот, смотрите, целая толпа тернеции зеленой. И ее уже нужно пересаживать в больший объем. Этой рыбке скоро будет месяц, ну еще месяца нет. Где-то 3 недели с половиной. Ну и мы их пересадим вот сюда, на место этих наших друзей. А этих уберем. Вот я уже часть убрал сюда. Вот они здесь живут. Итак, нерестовик опустела. Это говорит о том, что вся рыбка находится у нас здесь. Вот она уже разбрелась по всему аквариуму. Привыкает к новому месту обитания. На ближайшие, думаю, месяц-полтора. Потом подрастет, пересадим в еще больший объем. Значит, этот у нас аквариум 40 литров. Тот был 12, этот 40. То есть им сейчас нормально. Я им дам сейчас как раз вечер. Дам им артемии. Вот, и они тут быстренько акклиматизируются. Ну вот еще. А в аквариуме с неонами наш папаша анцитрус, у которого здесь две подружки. Одна вот, а одна вон в углу сидит. Отнерестился вон сегодня какой-то из одной из девочек. Но к нему вот это заигрывает одна. Возможно, к утру еще что-то будет. Но мы, конечно, на это все посмотрим. Вот подошел, пока взял телефон. И уже есть вторая кладка икры. То есть все-таки самочка, вон та, вон, которая на стекле висит, она все-таки отнерестилась с этим папашей. И вот он теперь работает и охраняет две кладки икры. Но прошло времени ровно сутки. На следующий день я зашел на разводню. Смотрю, они там тусуются. Ну, пока телефон взял, все, икра уже есть. И батя ее, естественно, закрывает и охраняет. Ну, мы ее тоже, конечно, заберем. Не будем рисковать, потому что когда начнут вылупляться личинки, они разбредутся, их потом не соберешь. Вот такое у нас получилось увлекательное размножение анциструсов. Батяня во всей своей красе. Все-таки решил я эту икру у батяни забрать, но для этого мне нужно было из сачка, который стоит у нас в сампе, да, вытащить тех личинок, которые произошли у нас от предыдущего нереста, да. Вот, смотрите, какие они красивые. Сейчас я их посажу в больший сачок, тоже поставлю там в сампе, пускай они там живут, пока не рассосется у них желточный мешок, и они уже окончательно превратятся в малька. И тогда мы его посадим уже в аквариум. Ну а в этот сачок, вот зелененький, сейчас заберем ту икру, которая у второго бати, и поместим ее на течение для того, чтобы она инкубировалась. Вот такое количество личинки получилось. Итак, друзья, ответственный момент. Еще раз показываю, как я забираю икру. Используя обычный сачок. Вот у меня такой сачок, я артемию в нем промываю. Сейчас мы уберем все ненужные приборы, то есть распылитель. И будем забирать икру. Все лишнее убрано. Самочка уже тоже поняла, что сейчас будут забирать икру. Пришла на помощь к самцу. Но мы аккуратно запускаем сачок. Так, оно у нас к боку прикреплено. Как нам правильно поступить? Ну, я думаю, что как обычно. Оп. Вот смотрите. Практически вся икра сразу собрана. Вот она у нас здесь.
2 гроздья. Да дальше одна чуть поближе. Ну-ка, вон там. Сейчас мы ее переставляем так само в другой сачок на протоку. И она там будет развиваться. Разница у них одни сутки. То есть одна икра на сутки старше другой. Итак, друзья, икра наша находится в сачке, на протоке, развивается. И, соответственно, здесь у нас находится личинка, которую я вам показывал. Вот она тоже, она собралась почему-то вся в кучку. Ну, а вот, все шевелится. Ну все, поехали дальше. Итак, друзья, ну что, подведем итоги нашего такого затянувшегося видео. Значит, зеленая тернеция и синяя, которую мы пересаживали в больший объем, чувствуют себя отлично. Растет, развивается. Что по сомикам? Значит, сомики. Вот здесь сомики, это те, которые были первые, которых мы вытрушивали из гнезда. Вот они такие уже большие, хорошо кушают и растут. Ну, примерно 2,5 сантиметра. Теперь далее. Вот здесь у нас, вот, смотрите, какая толпа сомиков. Уже они тоже кушают. Это те, которые я показывал, были у нас в белом сачке. То есть тоже там сом отнерестился с 2 самками. Вот такое количество им. Они уже 3-й день кушают. То есть им где-то примерно 2 недели. Ну а те сомики, которые у нас, вернее те, которые мы оставляли в сачке, сейчас я вам присвечу немножко. Тут, короче, дела похуже немного. Почему? Короче, было тоже 2 кладки икры. Но, кстати, икра практически вся пропала. И вон из такой толпы, то есть из 2 кладок, осталось вон всего сколько сомиков. Видите? Но они еще, у них еще желточный мешок большой, то есть они еще не готовы к самостоятельной жизни, поэтому сидят пока здесь. Еще дня 4 им здесь сидеть. Потом я пересажу им к тем, которые поменьше, и они там будут вместе развиваться. Ну а в скором времени у нас на очереди неон. Запустим мы нашу осмосную установку. Будет осмосная вода. И будем пробовать нерестить неонов, красных и голубых. Конечно же, все это вы увидите. Поэтому, кто не подписан на канал, подписываемся обязательно. Всем желаю хорошего настроения, удачных нерестов. Пишите комментарии свои, как вы разводите анциструсов, какие у вас результаты. Ну а теперь осталось пожелать вам также успехов и до встречи на канале Разводня как хобби. Пока.